Добрый вечер, друзья! Снова в эфире. Всем привет! Привет, выжившие! Как дела, как настроение, как здоровье? Сегодня у нас стрим без гостей. Попилим шаттл. Придумал сам себе еще один головняк. О нем расскажу чуть попозже. Пока проверю качество стрима. Скину ссылочку на стрим на страничке ВКонтакте. Может быть, кто-то к нам еще подцепится. Еще раз всем большой привет. Пишите в чате, спрашивайте, шутите. Буду очень рад. Ну что, поехали. Так, ну вроде бы со связью у нас все хорошо. Вот, картинка тоже неплоха. Так вот, что я решил. Оказывается, вот эти вот блоки с траками от транспортной платформы на модели изнутри не имеют расшивки, имитирующие, так сказать, эти траки сверху, вот эти гребни. Поэтому я решил, недолго думая, все это дело имитировать обычным скрайбером. Вот на втором, на нижнем блоке уже у нас расшивка есть. Так визуально будет, я думаю, немного поприятнее. Вот. Для этого использую линейку как упор, чтобы скрайбер не гулял. Опирается она своим торцом в дно детали и тем самым не дает линейке смещаться. Вот этим веселым занятием занимаюсь уже полдня. Но благо, что все 8 блоков, наверное, не придется так обрабатывать таким образом. Сделаю 4, которые с внешней стороны. Вот, остальные мне точно будет лень. Вот такая обезьянья работка меня ожидает. Так что сегодня, наверное, тоже особо ничего интересного не будет. Стрим, наверное, сегодня как никогда. В первую очередь для того, чтобы просто пообщаться, поболтать. Вот, будем заниматься такими штуками. Делюсь ссылочкой ВКонтакте с своими друзьями. Так. Ссылочка у нас идет. Угу, все есть. Так, нас уже 3 смотрят на канале. Кстати, будет еще одна интересная сегодня новость для любителей помоделить. Немножко спойлернул, связана она с довольно юной компанией, которая занимается изготовлением очень вкусных допов для моделизма. Это так называемая Quinta Models. Кто-то про нее слышал, кто-то впервые.
Вот они занимаются изготовлением так называемых 3D декалей для интерьера. Позже покажу фото. Сегодня сделал заказик на несколько позиций. Вот жду, когда придет посылочка. Отдельно посвящу ей некоторое время на стриме и на фото. Все, отфоткаю, сделаю подробный фотоотчет. Потому что с виду первое впечатление от знакомства с продукцией, хотя это пока только происходило на фото, впечатление очень восторженное. Ребята молодцы. Как раз себе заказал наборчик на i185. Теперь он у меня получается супер чарджет. Вот там полностью вся смола, и кабинет, кстати, тоже из смолы. Но с появлением этой декали от Quinta Models, наверное, смоляной кабинет оставлять не буду. Буду клеить декаль, смотреть, что получится. Также фонарь тянутый, так называемый, вакуум формовочный из тонкой пленки. Интересно будет посмотреть, как все это реализовано. Свое мнение озвучу обязательно. Также заказали пару комплектов 3D декали на Mi-24V от звезды в 48-м. Вот, сам мишку я собирать не буду. Это для одного моего хорошего знакомого. Приедет декаль. Вот, модель интересная. Надеюсь, найдется время у меня, чтобы ее собрать. Вот эту расшивку траков буду... Расшивка траков, какой интересный термин. Наверное, буду имитировать только с нижней стороны. С верхней тарицы не буду прорезать. Визуально он не виден, и, честно говоря, это уже для этой модели, по-моему, перебор. Вот, на выставке она точно не поедет. Так вот. Вместе закругления использовал различные шаблоны. И лучше всего подходит пилка от Ольфа. Крайне неудобно все это. Моими крошечными пальчиками. Ну, в общем, сегодня позанимаюсь вот такой вот ерундой. Что ну совсем неудобно. Вот полка вот совсем. Надо что-то будет предпринять.
Как-то так. Становятся немножко похожими на гусеницу. Мы уже однажды говорили о том, что, конечно, было бы интересно, если кто-то сделал доп. Этот набор. Как раз вот в плане гусениц наборно. Звучит зловеще. Видим дальше. Вот эта часть. Вот еще рано упирается. Угу. Так, может быть, как-то это можно сделать по-другому. Но я для себя пока какого-то способа лучше не вижу. Так, у нас уже 5 зрителей. К сожалению, не знаю, кто это. В чате никто ничего не пишет. Всем привет. Повторюсь, сегодня у нас продолжение по шаттлу. Конца еще не видно. Кстати, с ужасом жду того момента, когда перейду по краске. По одной причине. Хочется тоже постримить в этот момент. Но как я буду устанавливать вебку в покрасочной камере, я еще пока не придумал. Этот вопрос еще открыт. Вот, но обещаю, что-нибудь придумаю. Будет, наверное, тоже интересно. Будут шокирующие кадры. Жаль, камера не передает запахи. Ни камера, ни микрофон.
Так, третьей руки уже не хватает. Еще было бы замечательно, конечно, держать в своем арсенале дрессированного хомячка. Чтобы он мог в каких-то труднодоступных местах своими маленькими лапками что-то сделать и помочь в моделировании. Так, попробуем ее прихватить немножко по-другому. Изогнутая поверхность, довольно большой радиус. Удерживать направляющую, в данном случае пилку, не очень удобно, но осуществимо. Уходит. Так. Попробовать японский скрайбер от руки. Ну, кстати, ничего так. Гуляет. Не играет. Пусть, наверное, будет так. Немножко разошьем нашим рабочим. Он чуть больше. Well. Так, одна есть. Надо еще 3. Еще 3. Выберем самое красивое, самое неповеденное. Наверное, будет вот это. Вот это. И вот так. Сразу мы откладываем в долгий ящик, вот они с внутренней стороны транспортной платформы. Еще пара. Еще парочку. Сегментов я не заметил.
хоть зарекался сверху не делать, но вот этот у нас полностью прорезан. Страдать так страдать. Отлично. Вот такой вот он красивый получается. Покраска его еще можно будет немножко вытянуть. Один. Следующий, сказал заведующий. Так, кстати, свет у меня падает сверху. Сейчас мы... еще, кстати, да, вот еще одна процедура, которую я проводил. Это зачищал торец. Более прямоугольной формы придавал. Тоже из литья она тут округлая, и по этому торцу уже тоже как так сказать расшивал вот эти траки под прямыми углами поверхности. Вот. Так это выглядит. Такие насечки. На камере не очень видно, что у нас там со звуком. Самодельный скрабер норовит уйти в сторону. Поэтому, наверное, первый проход все же пилкой. Скрабер. Пилкообразный скрабер от Tamiya. Ну, торцевую часть точно придется имитировать по всей длине. Что от этого никак не избавиться. Маргарита Михайлова, добрый вечер. Добрый вечер, Питер. Наши постоянные слушатели, зрители, наша гвардия снова с нами. Ну и традиционный вопрос, как вы там, что нового?
Так, есть насечки. Теперь более серьезным инструментом мы расширим. 0,1 мм тут маловато. Визуально они почти не видны. Тепло у нас и самоизоляцию не отменяет, пишет Маргарита. Да, здесь тоже было тепло с утра. Так хотелось поехать на велосипеде куда-нибудь. Вот, но проснулся я сегодня не рано. А к обеду уже солнце спряталось за тучками, и желание улетучилось само собой. Вот достал коробку шаттла опять и сижу его кромсаю. Когда-нибудь ее точно отменят, самоизоляцию. И ух, мы тогда оторвемся. Вензелечки рисуем. Это... Да, я понял. Для 3D модели. Это очень хорошее занятие, это правильно. Надо как можно быстрее их сделать, утвердить и нарисовать на 3D. Маргарит, ну а пока вот так онлайн. Алкостримы по скайпу и так далее. Видеоконференции, алко-видеоконференции в зуме. Так, торец у нас есть. Теперь занимаемся внутренней частью. Так, все здесь точно делаем только снизу. Невидимую часть. Наверх я не полезу. Да-да-да, уже все нас заждались. И Тула, и Рязань, и Нижний. Все по нам скучают. И мы по ним скучаем тоже. Так что зум скачивать. Зум. Так, ну зум. Если, Маргарита, если хочешь в стриме поучаствовать, так сказать, как гость, ты уже видела, формат, в принципе, сложился. Если показать какие-нибудь картинки работ, рассказать о них, вот, welcome, буду очень рад.
Как вам такое предложение? Так, не отвечает нам Маргарита Михайлова. Видимо, этот вопрос надо обдумать. Давай не сегодня, надо подготовиться. Конечно, не сегодня. Это в самом лучшем случае завтра. А так вообще предлагаю запланировать на субботу или воскресенье. Вот, если это будет удобно. Я попрошу господина Кунца, чтобы он нас поддержал. Наш диалог. Потому что мне самому будет тяжеловато задавать вопросы миниатюриста такого уровня. Повторюсь, друзья, нарезаем траки в 144 масштаба. Вот так, кто-то мне пытается дозвониться. Это наш Пономарев Дмитрий. Нет, это Олег Пономарев. Ну да, это наш Дмитрий пытался нам позвонить на скайп. Наверное, что-то рассказать. Дима, извини, у нас стрим. Все вопросы в чатик. Выходные, да, отлично. Ну, супер. Тогда или в субботу, или в воскресенье. Как будет удобнее. Крашу я заборы. Получается действительно красивее, чем было. Вот, наверное, я надеюсь, что оно того стоит. Как надеюсь? Я не сомневаюсь, что оно того стоит. Без этого всего, но очень печально смотрится.
наши гусельки. Так, одну сделал не очень ровно. Да, вот это... Ой, камеру башкой. Вот это будет поровнее. У меня сбился прицел. Надо, наверное, тонким слоем спирта смазать. Так, а если нам попробовать, так, одну секунду. Так, друзья, прошу прощения, буквально на пару минут отвлекусь.
Друзья, я тут прошу прощения за вынужденный перерыв. Так, музычку, наверное, немножко потише. Слышно меня хоть там или нет? Да, еще и слышно соседей с дрелью. Тяжелое было время, мы самоизолировались как могли. А, да, кстати, хотел попробовать прямой скрайбер томеевский, а не округлый. Может быть, это не дрель, а бормашина. Сейчас многие услуги предоставляются на дому. Авито пестрит объявлениями о парикмахерских услугах. Наверное, услуги стоматолога тоже пользуются спросом, если они предоставляются на дому. Стоматолог-домушник. Текс. Такой прямой. Вот он. Пилка. Сейчас попробуем им. Ну да. Ну да. Так будет веселее. Кстати, сейчас мы, наверное, добавим света. Оп. Так у нас отвратительная лампа дает мерцание. Ну, бог с ним. Интересно, кстати, особенность ламп дневного света. Вот некоторые из них мерцают на видео. Наверное, связано с частотой какой-то там. 50-60 Гц. Не очень я знаком с электроникой. Вот, слышал, что можно какие-то блоки устанавливать перед входом питания, чтобы устранить это мерцание. Кстати, которые для глаз не очень полезно.
Все. Верхнюю часть ковырять не будем. Так, что у нас там на стриме? Что нам пишут? Так. Так, стоп. Почему-то я не вижу чат. Угу, все, появился. Куда эти детали будут крепиться, не пойму. Маргарит, это от... Давай, кстати, да, все это покажу, чтобы было немножко понятно. Так, ну вот есть вот такая коробка у нас. Это та самая так называемая транспортная платформа, которая транспортирует шаттл с его бустером, по-русски говоря, с ракетой, к месту старта на мысе Канаверал. Вот, и она не на железнодорожном ходу, как это у нас принято в Советском Союзе, а на гусеничном. И вот в эти места будут крепиться как раз вот эти гусеницы. Их тут 8 штук, получается подвес на каждом блоке. Вот таким образом. Сейчас я накину. Так, а сверху уже у нас будет вот эта колбаса. Мы ее тоже схематично соберем. Так, как бы это... Нам надо камеру поднять будет. Жук. Чтобы не цеплялось. Вот, в общем, тут у нас таким образом будет установлена ракета огромная, а на ней вот здесь будет прикреплен чудо-челнок Discovery. Ну или не Discovery, может быть Atlantis, может быть Endeavour, я еще не решил. Они не очень сильно отличались внешне. В общем, воюем с пластиком. Вроде бы пока наши побеждают. Кстати, да, для тех, кто не заметил, сегодня у нас новая помощница, сегодня у нас блондинка, не помню точно, как ее зовут, вот, напросилась у нас на стрим с каким-то коктейлем, с летним, вот, травит нам душу, видимо, у нее там все хорошо. Переходим к третьей гусеничной опоре. Стоп, забыл. Сначала у нас идет торец, расшивка на торце. Угу. Выровняли. Сергей не откажется поучаствовать. Ну, Маргарита, смотрите, я могу пригласить Сергея на ваш стрим, услышать какие-то вопросы, наверное, или задать Сергею, тоже на ваше усмотрение.
Да, девчули еще будут новые. Вот их тут достаточно. Вот. Приехала целая группа девчуль для помощи в стримах. Ну, договорились, что буду их по очереди таскать на коробку. Угу. Вчера услышал в новостях, что народ немножко начинает бунтовать. В Владикавказе, по-моему, какой-то митинг был. Стихийный, на котором собралось, по-моему, около 1500 человек. Выступали против ограничений, связанных с карантином. Говорили, мы в это не верим. Дайте нам спокойно жить. В средствах массовой информации, которых я сам лично отношу к разряду желтой прессы, появилась информация о том, что федеральные войска появились на границе с Чечней. Как относиться к этой информации, верить или нет? Я даже думаю, смысла нет на этот счет рассуждать. Вот. Ну, то, что у народа уже едет крыша по целому ряду причин, с этим поспорить точно нельзя. Ой.
Как же это все мне преодолеть? Скачет руки. Подлец. Скрайбер, ты подлец. Ого. Зафиксировал. Так, что же у меня? Опять чат не активен на мобильном устройстве. Сейчас мы все это перезагрузим. YouTube, очнись. Угу. Так, вроде бы теперь есть. Пятигорск не случайно закрыли, ввели комендантский час. Вот про это я не слышал. Ну и правильно. Не хотите по-хорошему, держите комендантский час. Все верно. Вот такие насечки слегка оживляют нашу лысую гусеницу. Кстати, стримчики скоро, я думаю, мы очень сильно оживим. Будем всевозможные розыгрыши устраивать. Интересных новинок. Сейчас у нас на подходе уже новиночки от Arc Models в 48-м лавочке. С шикарными допами. Жду не дождусь, когда они уже будут. Когда пресс-формы будут на производстве, когда уже можно будет начать всю эту движуху. Я думаю, будет очень интересно. Но для любителей поршневой авиации в 48-м масштабе, но и не только.
Пам-парам-пам-пам. Маргарита, кстати, вот напомни, пожалуйста, куда тебе можно, на какой адрес отправить. Так, где это чудо? Органайзер. Вот, я уже показывал, но никак не отправлю. Кстати, собирать-то его не трудно, но нужно будет где-то запастись клеем ДХЭ, дихлоретан. Вот смотри, какая прелесть. Я тут еще не всех деталей содрал. Защитную пленку. Вот, ну вот собирается он так на щелчок. Абсолютно прозрачный, воздушный. Очень классная тема. Вот, по сравнению с фанерными девайсами он точно выигрывает. Это открытый мой. Твой, естественно, запечатанный. Просили передать лично. Спасибо Бочарову Вадиму, компании Model Service. Хорошие линейки всевозможных девайсов для моделистов и для миниатюристов тоже полезных. Уже есть в каталоге фирмы и готовится к выпуску. Вот, причем компания ведет себя в плане общения, в плане обратной связи очень адекватно, прислушивается к мнению моделистов, не говоря уже о том, что большинство сотрудников сами являются активными действующими моделистами. Ну, поэтому и функционал, удобство, не говоря уже о цене, все в порядке у них. Ребята молодцы. Уже сам не один год пользуюсь услугами. Вот, все начиналось с подставок и коробок. Ну, уже значительное время компания продолжает нас радовать своей продукцией. Это как ничто другое говорит о том, что она пользуется спросом. Народ голосует за них рублем. По везерингу интересно будет тоже посмотреть. Маргарита, ты про гусеницы? Если да, то да. Подход будет абсолютно такой же, как на бронетехнике. Несколько слоев. Обдирка. В общем, сделаю как обычно. Вот, делаю с бронетехникой. Там будет уже видно. Если что-то не понравится, смоем. Но вот тут надо будет, конечно, вот эти уже стримы по покраске более тщательно мне готовить. Хотя есть возможность все оборудование перетащить на другой конец моего рабочего стола.
Именно там я ставлю свою покрасочную камеру. Тоже заслуживает отдельного внимания. Вызовет множество улыбок, когда ее увидят. Но функционал потрясающий. Так, от Дениса вопрос был. Я, наверное, пропустил. Так, Маргарита, я кроме твоих комментариев в стриме, в чате стрима, не вижу больше никаких других. Может быть, Денис комментит куда-нибудь еще? Или я что-то путаю? Тогда меня поправьте. Так, ну вот. Так, сон разобрались. Такой он теперь тоже полосатый. Ну, теперь ныряем вглубь. Так, а теперь... вот в чем проблема-то. Стоп. Как же так? Денис, у тебя получается аватарка, как у Маргариты. Вот сейчас я вижу розовый кружочек с схематичным изображением человека. Да, вот теперь вижу. У вас это совершенно одинаковые аватарки, поэтому я немножко запутался. По визерингу будет интересно тоже посмотреть. Ну да, тогда уже тут прошу прощения, ответ адресовался не только Маргарите, но и Денису. Ставьте аватарки, ребята. Это, конечно, не требование, но сейчас я таким образом попал в просак. Назвал Дениса Маргаритой. Кстати, странно, обычно первый раз я такое вижу, хотя не так давно имею дело с Ютубом, чтобы в чате аватарки были одинаковые. Ну там как аватарка по умолчанию, так сказать. Обычно он как-то это все дифференцирует. Как говорили в великом фильме Кинзадза, общество, которое лишено цветовой дифференциации штанов, обречено. Ну да, вот как раз я об этом и говорил. Все вопросы от Маргариты, один вопрос от Дениса, но, к сожалению, аватары одинаковые, поэтому он затерялся. Ну, поэтому призываю Денис быть немного активнее, попробовать в этом плане посостязаться с госпожой Михайловой. Так, уперлась.
Снова нам звонит скайп Дима. Дима, ты, наверное, меня не услышал. Ты, наверное, не смотришь мои стримы, к сожалению. Поэтому как-нибудь в другой раз. Попробуем все это делать на весу. Дима меня, видимо, наверное, не слышит. Сейчас мы выйдем из этой группы. Ну вот как-то так. Так, стримчик у нас. Стримчик в порядке. Печально, что приходится отвлекаться на раз на такие мелочи. Так, еще один. Еще надо. Еще чуть-чуть. Теперь немного углубим и расширим. Да, вот это, конечно, немножко завалил. Вообще восстанавливание расшивки и тем более нарезание ее по новой в этом случае не самая моя любимая процедура. Но я уверен, что самые многие согласятся. Так, кстати, по-моему, царапающие свойства скрайбера тоже падают. Надо будет его аккуратненько поправить. Набор машинки.
Полосатая мысля. Так, тут у нас все есть. Да, теперь точно не ошибемся. Будем впредь очень внимательными. Упс. Дрогнула рука молодого хирурга. Вспомнил анекдот. Идет операция. Хирург диктует ассистенту скальпель, спирт, огурчик, еще огурчик. Такой вот анекдот. Скрайбер в тонусе, видимо, я затылком его упирался в поверхность нанесения. Еще живет советский надфилета. Хухры-мухры. Дима, память в миниатюре. Привет. Как дела? Дим, все нормально, сидим, стримим, занимаемся опять этим непотребством. Поточнее, это у нас Space Shuttle Travel. Еще вчера все было хорошо, спокойно, а сегодня захотел на блоках гусеничных транспортеров нарезать расшивку траков. Сегодня полдня ушло на это.
Дим, этот вопрос некорректен. К стриму он в отношении никакого не имеет. Ответ ты можешь получить в личке ВКонтакте. Вот. Наверное, я тебе уже все объяснил. Так. Есть у нас третья. И еще одна. Главное не увлечься, а остальные таким же образом не облагородить. Торец. Есть. Ребят, прошу прощения, входящий, очень важный. Отвлекусь буквально на пару минуток. Вот, небольшой у нас технический перекур.
Ребят, прошу прощения, разговаривал по телефону. Очень важный был звоночек для меня и для моделизма. Поэтому, наверное, вы решили, что я стримлю без связи. Вот еще раз очень извиняюсь. Вот я тут на месте. Продолжим, что там в чате. Смотрим. Пока детальку... Римул, привет. Рад тебя видеть. Так. Все, продолжаем продолжать. Так. Римул, что творите? Ну, естественно, лично для тебя и для всех, кто, может быть, подошел не так давно. Продолжаю пилить шаттл от Travel. Фразу помню уже почти наизусть, которую произносил чуть ранее. Все было хорошо до сегодняшнего дня, когда я решил на транспортной платформе с ее вот этими гусеничными приводами прорезать траки изнутри, которых не было. Так сказать, восстановить расшивку, нарезать ее по новой. Вот, все траки трогать не буду, их 8. Вот, например, только наружные подверглись этой обработке. Вот, наверное, так, как тут будет видно. Наверное, вот так видно. То есть на правом и торцы прорезал, и внутреннюю сторону. Вот, внутренние у нас будут в таком же виде лысые. Не хочу с ними возиться. Наверное, они того не стоят. Не сочтите меня лентяем. Сегодня ничего особенно интересного в познавательном плане, в образовательном тоже происходить не будет. Включил стримчик в первую очередь для того, чтобы поболтать с хорошими старыми знакомыми, может быть, ответить на какие-то вопросы, рассказать какой-нибудь анекдот, ну и заодно эту дровину эту попилить. Так. Звоночек. Владимир Колесников, привет. Привет, Володь. Напомни, пожалуйста, откуда ты территориально. Не тот ли ты самый Владимир Колесников, с которым я служил в армии? Или однофамилец? Судя по аватарке, это тот самый Вовка. Пиши в чат. Ты это или не ты, пропащая душа? Пропащая в хорошем плане. В смысле? Потому что невозможно никогда до него дозвониться, достучаться. Так, это очень светлый человечек. Так, ждем сообщения от Володи. Владимир, тот, который... Вовка, привет! Привет, Орел! Как у вас дела? Как боретесь с пандемией?
Напиши, пожалуйста, в чат, что у вас там происходит. Да, сегодня хороший вечер. Не ожидал я Вовку поймать у себя на стриме. Говорил, ничего не будет познавательного. Но я не ожидал, скажем так. Кстати, Римал, ты, наверное, тоже обратил уже внимание, что у нас сегодня новая помощница. Сегодня это блондинка. Шикарная, с коктейлем. Брюнетки сегодня выходной. Так, вот мне только что пришло сообщение от автоинформатора. Зачитаю вам его дословно. С 22 апреля камеры начнут фиксировать нарушение пропускного режима. Получите разрешение на поездку. Вот так вот и живем. Вот так вот и живем. Пропуск у меня выписан, электронный код я получил. Вот, QR не стал брать, написал его на бумажку, положил в документы на машину. Вот, пока, к счастью, ни разу меня ни один из нарядов, патрулей, представителей Росгвардии, полиции и так далее не останавливал. Вот, но, тем не менее, пропуск до 30 апреля. Вот сейчас на информатор пришло сообщение. Слухи слухами, а вот это вот реалии. Я слышал, что народ штрафует, вот, причем не только в нашем регионе, Москва и область, а и в других субъектах федерации. Вот, причем иногда и перегинают палку. Кстати, вот как раз применительно к Орлу, недавно мне рассказали, оштрафовали какого-то жилого мужчину, который мирно сидел на пруду, ловил рыбу. Вот как-то так. Римал, ну это еще не жестко, я считаю. Жестко лично для меня будет, если закроют метро и другой общественный транспорт. Потому что метро это как раз то место, где люди контактируют друг с другом плотно, часто и так далее. Вот. Если метро закроют, то это как раз, наверное, по этому факту уже можно будет судить о том, что ситуация крайне серьезная в этом плане. Ни разу не соглашусь с теми, кто скажет, что это там какие-то неправильные меры, можно по-другому и так далее. Ребят, в этом огромном улье, где столько миллионов человек, лично я бы ввел еще более жесткие меры. Именно так, как раз я считаю, можно в более короткие сжатые сроки с меньшим количеством потерь, не побоюсь этого слова, победить эту заразу.
На моей памяти впервые вообще вот такая ситуация, когда какое-то заболевание вызывает такую реакцию органов власти. Такие меры приходится вводить. Поэтому все это надо воспринимать должным образом. Мы часть этого общества. Должны думать не только о себе, а о своей родине. Как может быть иначе? Считаю, что если кто-то считает по-другому, ему надо просто поменять место жительства, причем кардинально, уехать отсюда. Нахер. Туда, где все хорошо. Гаремчик расширил. Да, Римал, тут девчонок подъехало целый автобус. Всевозможно. Вот пообещал их брать с собой на стримы периодически. Последняя пандемия была испанка в 2017 году. Ну да, как раз были там случаи. Вот, кстати, ребят, думаю, будет не лишним в этом плане, в этом контексте упомянуть обстоятельства дел во время Великой Отечественной войны. Тут мне под руки попался материал. Сейчас, конечно, к сожалению, не вспомню уже фамилии фигурантов. Вот. Но на пальцах ситуация была такова. Сталинград. Перед его, так сказать, ну, не блокадой, вот, осадой, перед битвой Сталинград, там скопилось по подтвержденным данным около 800 тысяч человек. Причем в городе не работало вообще ничего. Ни канализация, ни водопровод, постоянные бомбежки, артобстрелы. Все это автоматически создавало великолепную почву для возникновения пандемий более серьезных, наверное, чем коронавирус, таких как брюшной тиф, холера, наверное, может быть, чума. Не хочу, может быть, какие-то микробиологи меня исправят, но все шло вот именно к тому. Какие-то незахороненные трупы, извините меня, останки, все это, ну, просто вот рассадник, просто благоприятнейшая почва для того, чтобы все эти 800 тысяч человек в одночасье там загнулись. Так вот, как раз органами власти были созданы специальные мобильные подразделения из вирусологов, микробиологов, которые на каждом острие вот такой атаки невидимых мелких болезнетворных врагов всегда находились. В тех местах, где происходило там смешение или прибытие огромных потоков людей, каких-то беженцев и так далее, постоянно находились оперативные группы, в состав которых входил специалист, микробиолог, которые по каким-то видимым причинам или проводя какие-то анализы вычисляли тех лиц, которые уже заразились какой-то заразой. Вот они изымались, изолировались, чтобы не допустить распространения этого. Так вот, применительно к Сталинграду, туда был отправлен наш ведущий микробиолог, не помню фамилию этой женщины, очень известный специалист. Так вот, они туда поехали на эшелоне, на медицинском, везли с собой огромное количество прививок против чумы, по-моему, брюшного тифа. Люфтваффе были любители бомбить вагончики с красными крестами, поэтому состав разбомбили к чертовой матери весь вместе с... Ну и, естественно, погибла вся прививка. Эта женщина нашла, к сожалению, не помню ее фамилию, имя, нашла силы, нашла средства организовать выпуск вакцины прямо в Сталинграде в одном из подвалов одного из домов. И под бомбежками, и все это наладили, и под бомбежками, под артобстрелами ежедневно вакцинировалось 50 тысяч человек. Вы представляете, как все было четко организовано, как все было поставлено в то время. Даже по нашим меркам, по сегодняшним меркам, с развитием технологий и прочего средств коммуникации, такие объемы привитых, наверное, были бы рекордными. Вот, а это делали тогда. И, пожалуйста, вот итог. Вспомните где-нибудь за вот эти
5 лет страшнейшей войны, страшнейшей разрухи, отсутствия вообще всего. Вот, где-нибудь были такие массированные, мощные там, проявления эпидемиологические? Нет. Вот, люди с этим боролись очень четко. Хотя, наверное, не располагали такими ресурсами. Да, полномочия, мне кажется, были у таких групп не меньше, чем у СМЕРШа. Но таких ресурсов, таких возможностей технических, как сейчас, у них точно не было. Показывает практика многих, кто уехал в свое время из России, почему-то просится обратно, сдувая пыль с российских паспортов. Ну а что тут говорить? Не знаю, где можно вообще стать своим? Вот. Не знаю, в толерантной Европе. Вот, посмотрите, что там сейчас творится. Что творится с Европейским Союзом. Как раз вроде бы случилось-то немного. Вот, всего лишь какая-то пандемия. Кто-то скажет в шутку насморк, грипп. И вот, пожалуйста. Кто пришел на помощь Италии, кто оказал помощь ей в борьбе за живучесть. Все отвернулись. И заокеанские партнеры, и местные тоже закрыли границы и так далее. Вот как раз есть такая старинная пословица, очень мне нравится. Чужую беду пальцем разведу, своя подойдет, пятерня не разведет. Ну, естественно, современная интерпретация тоже общеизвестной поговорки. Друзья познаются в беде. Вот как раз у них там сейчас полная беды. Я бы не хотел там очутиться. Я горжусь, что я родился в России. В блокадном Ленинграде тоже были эпидемиологи, да, которые боролись, организовывали людей. Да, блокадный Питер. То же самое. Представьте себе, что там творилось. Там вообще не было ничего. Пардон, там кушать даже нечего было. Вот. Люди были организованы максимально. Никто даже, я думаю, у него в мыслях не возникало с каким-то пикетом куда-то пойти. И требовать какую-то свободу. Ну, честно говоря, бы его, этого требователя ржавыми патронами расстреляли бы где-нибудь. Даже, я думаю, стрелять бы не стали. Так, усыпили. Мне понравилась эта фраза, которую лично слышал в интервью Владимира Владимировича Путина, когда что-то у него спросили про Скрипалей. Это вообще это наши спецслужбы идет. Он говорит, не, зачем он вообще нам нужен? Если бы он представлял какую-то, почти дословно стараюсь воспроизвести слова нашего президента, вот, его прям тогда бы где-нибудь усыпили бы и все. Наша сила всегда была в нашей сплоченности, в нашем единстве. Именно благодаря этому страна, нация преодолела чудовищнейшие испытания, катаклизмы, вот эти мировые войны, побеждала таких врагов. Это не из-за того, что кто-то кричал, что я Д'Артаньян, а вы все, извините, мудаки. Вот, это как раз происходило из-за самопожертвований, благодаря общему, ради общего дела. Вот. Патриотизм — непростые слова были для этих людей. Очень низкий им поклон, снимаю шляпу. Честно говоря, даже вот ставя себя на место наших дедов, прадедов уже. Те, кто последнюю вот эту страшную войну затащил, скажем так. Я не могу даже найти ответ, смог бы ли я так. Смотрю на наклейки, которые клеят на автомобиле. Можем повторить. Вот, и не то, что меня это коробит, просто хочется спросить у владельца этой наклейки, а сможешь ты повторить такое?
Когда на голодный желудочек ты в ноябре под дождиком со снегом всю ночь копаешь в мерзлом грунте окопчик для стрельбы там хотя бы, не знаю, с колена, не то что стоя, вот, а на утро, как раз к тому моменту, как ты с окопчиком разобрался, тебя едут давить танками, тебе стреляют из пушек. Когда я первый раз увидел Кубинки в музее бронетехники в Центральном, я вошел в павильон с немецкой техникой и увидел Фердинанд, тот самый. Ну, вроде бы Фердинанд, да, что-то там было еще круче, какие-то Як-тигры, королевские тигры там и прочее. Стоит Фердинанд, и вот стал я напротив него, мне уже было к тому моменту далеко за 30, я первый раз познакомился вживую с Фердинандом. Вот. И первое, о чем я подумал, думаю, да, действительно, вот если бы вот это выехало на меня из кустов или из леса, вот, я бы реально даже, ну, я тогда уже сложившийся вроде бы был мужчина, вот, я понял, что я себе наделал бы в штаны, реально. Вот, и я не соглашусь с теми, кто считает по-другому. Это уже бахвальство. Вот. А эти ребята в свои, там, я не знаю, 18-20 лет делали такие дела. Ну, остается хоть в какой-то мере пытаться им соответствовать. Не говоря уже о том, чтобы хранить память об их подвиге и так далее. Кстати, вот не знаю, что будет на 9 мая. Не, ну парада-то не будет, это понятно. Его отменили. Вот, я практически не сомневаюсь, что парад в любом случае будет. И будет забытый полк. Это самое великолепнейшее мероприятие. Вот, но может быть удастся как-то онлайн вспомнить наших всех ушедших, кому мы обязаны жизнью, кому мы обязаны тем, что сейчас вот сидим и про это лялякаем. А так бы нас бы не было. Вот, наверное, из присутствующих, не знаю, ну, все уже люди взрослые. Если не ошибаюсь, по-моему, 2016 год был указан в планах гитлеровской Германии как год полного исчезновения славянской расы. Как раз к этому году должны были уже подобраться там все потомки. Рождаемости там, понятное дело, никакой бы не было. Обучать славян тоже никто никому ничему не собирался, кроме как счету до 100. По-моему, даже умножение там не входило в эти планы. Вот, все полностью расписано. Все, что хотели с нами сделать. Так не сделали. И после этого Сталин плохой. Ну, может, он и плохой, но победителей-то не судят. А он победил, затащил. Для меня, кстати, очень поразили фото. Частенько попадаются фото. Сейчас очень много архивов появилось. Фотоархивов в свободном доступе. Я обратил внимание, особенно где это хорошо видно, кабина какого-нибудь истребителя, самолета. Все доступно, все видно. Вот. И в районе прицелов где-нибудь фото не мамы, не подруги, не жены, а фото Сталина, фото вождя. Может быть, это постановочные фото, но частенько они попадаются. Это о чем-то говорит. Да и мне-то что об этом болтать? Можно послушать ветеранов, которых осталось 1-2. И все. Скоро их не будет. И потихонечку все это начнет забываться. Кто сейчас проводит парады и помнит, например, войну того же самого 812 года? Вот. А Ледовое побоище. Куликовская битва. Вот. Наша задача постараться донести не только своим ровесникам, фомам неверующим, а особенно подрастающему поколению, хотя бы часть того былого величия,
которое было у страны, которая не стала уже 30 лет как. Так, Владимир Колесников пишет: народ в Орле осмелел, движение сегодня поболее. Володь, смотрю практически каждый день прямой эфир губернатора Клычкова. Вот, но уже радужными прогнозами он не сыплет, хотя он как бы всегда довольно оптимистично настроен, но нотки оптимизма уже в его речах все меньше и меньше. Надеюсь, родная земля Орловщина с меньшими затратами, с меньшим дискомфортом все это преодолеет, вот, чего очень желаю, не только Орлу, и всем в России. Вот, все будет хорошо. Вова, а ты не пропадай. Вот, не получается до тебя никак дозвониться, когда бываю на родине. Очень хотелось бы тебя увидеть. Не скажу, что обнять, но будет о чем поговорить. Ветераны Куликова со стороны татар до сих пор праздничные пайки получают. Да. Сергей Юрьевич Орешин у нас в чате. Этот ник Бритва я смогу приоткрыть. Не буду рассказывать, почему Бритва, хотя тоже немного знаю из первых уст. Сергей Юрьевич, спасибо, что заглянул к нам на стрим. Я тут за патриотизм распинаюсь. Заодно борюсь с шаттлом. С очень-очень-очень качественной моделью шаттла. Вот такие пироги. Так. А это у нас крайбер вот этот. Один. Два. И так далее. Кстати, пока, наверное, Сергей Юрьевич тут. Да, точно. Сейчас, наверное, самое время рассказать о том, что я сегодня заказал. Вот. Повторюсь, в начале стрима уже говорил об этом. Появилась новая неплохая компания. Надеюсь, и дальше она будет развиваться динамично, будет нас радовать интересными дополнениями к моделям. Это Quantum Models. Не буду спойлерить, что откуда собирать слухи и так далее. Появились буквально недавно. В группе у них ВКонтакте еще, по-моему, около 40 человек. Еще особенно никто про них не слышал. Но сегодня я уже сделал небольшой заказ. Туда будет входить декаль интерьера на модель I-185 в 48 масштабе от Arc Models, вакуумно формованный фонарь на эту же модель и два комплекта декали интерьера на модель Mi-24V звезда в 48 масштабе. Сейчас продемонстрирую вам фото того, что делают ребята. Это у нас так. Сейчас одну секунду. Картиночка из папки. Вот, обратите внимание, сейчас включил демонстрацию.
Это кабинет И-185. Продукция представляет собой так называемый 3D декаль. Не буду вдаваться в подробности, не очень пока в них посвящен. В общем, декаль уже в цвете и с достаточным объемом печатается на каких-то хитрых принтерах. Сейчас продемонстрируем следующее фото. Так, ну какую, например, еще. Вот на таких листочках все это находится. Переводится она как обычная декаль. В группе в их официальной, логотип который видите в правом нижнем краю изображения, есть подробная инструкция по использованию. Между строк я прочел. Первое, что бросило в глаза, это декаль не требует приваривания и обработки другими специфическими жидкостями, которые используются в моделизме. Так, еще какое-нибудь фото. Вот это у нас фото титульная набора. Вот тот самый 185, 1 к 48, For Arc Kit. Так, вот полный набор декали. Он из двух частей состоит. У них именно на И-185 идет обычный набор и Pro Kit. Розничная цена вот этой декали 800 рублей в данный момент. Вот сегодня делал заказ. Вот, также заказал фонарик. Сейчас вам покажу фонарик. Так. Vacuum Clear Compound. И-185. Так, обратите внимание вот на это фото. Очень классно они его сделали. То бишь уже саму кабину задекаленную вот этой 3D декалью накрыли сверху вот этим пластиковым фонарем. Ну, как я и сказал, давно бы наклеил траки от КВ. Начинается. Как я и сказал, фонарь так называемым способом вытягивания. Моделисты поймут, о чем я. Наверное, какого-то специфического более названия у него нет. Ну, хотя есть вакуумная формовка. Вот именно это то. Очень тонкая, прозрачная. Ну, не очень тонкая, а где-то в районе... Не буду гадать по толщине. Она точно тоньше той детали из прозрачного пластика, которая дана в наборе для остекления. Вот, попробуем все это установить на И-185. Благо у меня он в таком режиме суперчарджет, полностью со всей смолой. Причем есть и кабинеты смолы. Очень интересная модель, я думаю, получится. С интересными дополнениями. Пилить я там ничего не буду. Буду собирать вот именно из коробку. Но собирать конкретно вот со всеми вот этими ништяками, как их называют. Сейчас вам покажу для интереса вторую половину посылки, которая ко мне приедет. Это декали на Ми-24В звезда. Вот такой набор с инструкцией. Справа видим саму декаль. Слева инструкция по нанесению. Так. Ну и теперь уже фото того, что получается. Посмотрите, какая красота. Вот, очень детальная проработка всех приборных досок, кнопки, все тумблеры, все отлично видно. Думаю, продукция будет у них пользоваться спросом. Но главное, чтобы цена на нее держалась в хороших диапазонах. Вот боковые стенки кабины. Причем это не графика, это фото. Видимо, тестовой сборки. Так, вот еще вот такое фото. Ну, отлично, что могу сказать, отлично. Ремни они тоже дают.
Такой набор, я думаю, украсит любую модель. Так, ну еще одна фоточка. Ну, титульная картинка ее. Артикул QD 48026, 1.48, крокодиле. Не знаю, против крокодиля я не очень, вернее, за крокодиля не очень голосую. Так, ну и крайнее фото этого набора. Наверное, вот выберу вот это. Ну, в принципе, похоже. Надеюсь, вам понравилось. Так, Сергей Бритва. Давно бы наклеил траки от КВ. И траки от КВ у нас идут на тещу. Когда-нибудь я тоже на стриме покажу. Это нечто. Это вершина моделизма всего вообще. Так, Кирилл, до чего дошел прогресс? Бритва 0,3 миллиметра. Так, 0,3 миллиметра это, наверное, уточнение к толщине вакуум-формованного фонаря. Может быть. В общем, приедут, будем смотреть. Что там такое? Вот однозначно свой отзыв оставлю. Всем не тая расскажу, что за звери, с чем его едят. Это Quinta Models. Кстати, там уже в наличии достаточное количество наборов на 72 масштаб и на 48, и, кстати, даже, по-моему, на 32, на какой-то, по-моему, Як-1, что ли. Не хочу врать. В общем, вся информация у них есть в группе. Написал письмо личное в группу. Ответили буквально в течение пары часов. Ребята там держат руку на пульсе. Подробно все объяснили, как сделать заказ. Прислали инструкцию, реквизиты. Полностью все два архива с фотопродукцией. Как раз вот сейчас из архивов я вам фотографии демонстрировал. Ждем посылку. И шаг у нас уже есть. Будем его лепить, собирать. И, конечно, очень ждем, повторюсь, лавки от Tark Models. Моделька будет бомбическая. А что тут болтать языком? Сейчас я ее приволоку. В какой она у меня коробка? Запамятовал. Одну секунду. Сейчас вам будет лавка. Ребят, виноват. Набор у меня в автомобиле. Подзабыл я. Не достала его с прошлого раза.
Угу. Так, стримчик у нас в тонусе. Продолжим. Так, осталась одна гуселька. Потом у нас по плану победить немного шпаклевки, нанесенной ранее. Наверное, сегодня хватит. Завтра уже попробую все это грунтануть, чтобы увидеть на самой модели косячки. Что ж такое? Подвинул шаттл и сразу все не стало ладиться. Мерзкий шаттл. Что ж такое? Что же такое? Так, а тут у нас, так сказать, вручную придется. Туда у нас уже линейка не залезает. Нет, работает скрабер. Зря я на него наговаривал. Есть. Еще немного, еще чуть-чуть.
Угу. Еще какие-нибудь интересные личности планируются в эфире? Ну да, Римал, специально для тебя расскажу. У нас в субботу или воскресенье, не загадывая, обещала госпожа Михайлова, Маргарита, посетить нас на стриме, рассказать о своем ремесле. Наверное, не стоит ее представлять, вот, но тем не менее это один из наших топовых мастеров-миниатюристов. Так, кстати, также планируется интервью с коммерческим директором компании Arc Models. Вот, очень интересные ребята из магазина Lead Компания. К сожалению, тоже пока не могут поучаствовать из-за того, что не получается им собраться вместе. Сидят самоизолированные. Вот, ну, есть интересные люди, которых хочется увидеть в эфире, послушать. Конечно, Сергея Юрьевича было бы очень интересно послушать. Не знаю, он сейчас в эфире или нет. Так, не царапкал еще немножко гусениц. Теперь их, наверное, в стороночку. Сейчас шаттл. Здесь его надо шпаклевать. Шпаклевать, наверное, шпаклевку перенесем на совместим, вернее, шпаклевкой каких-то других элементов. Так, наверное, его немножко тут. Сергей Бритва, тут. Сергей Юрьевич, ну очень тебя просим рассказать, как-нибудь найти в себе силы, снизойти до нас, пользователей, потребителей, и рассказать, как вообще появляются на свет сборные модели. Вот. Сколько труда, сколько сил, какое количество информации нужно затратить, чтобы очередная модель появилась на полке. А самое интересное, наверное, только ты сможешь рассказать, как все это начиналось, когда не было станков с ЧПУ, когда не было никаких 3D технологий, когда все это делалось
по мастер-моделям, которые собирали теплые руки живых людей. Вот, и собирали так, что до сих пор модели пользуются спросом. Вот, очень интересно было даже и историю Фрога затронуть. Вот. Но я думаю, господин Дементов нам все про Фрог расскажет. Вот. Ну а твою историю, как бы историю тебя как создателя этих сборных моделей, было бы очень интересно услышать. Поэтому буду очень признателен, если найдешь время, поучаствуешь в качестве гостя почетного на нашем ММ-стриме. Давайте, друзья, тоже меня поддержим. В чате попросим Сергея Юрьевича Орешина, чтобы он согласился. Пошел навстречу нам. Это будет действительно незабываемо. Там гора информации очень интересная, о которой даже никто и не думает. Ну, наверное, кто-то знает. При желании можно все это где-то прочитать, информация не закрыта, но, повторюсь, процесс создания моделей от начала до конца, он сам по себе очень интересен, увлекателен. Как раз можно будет получить ответы на вопросы, почему модель такая, а не такая, почему вот здесь так, а не иначе. Очень много нюансов, с которыми приходится считаться разработчикам, производителям. Так, бритва, когда узнаешь и понимаешь, как это делается, начинаешь ненавидеть моделистов. Правильно. Мы уже слушали Эдуарда Чукашева, помним его высказывание о том, что модель надо ненавидеть при ее создании. Я думаю, вот это твое сообщение никого не отпугнет, наоборот, разогреет интерес. Все еще больше захотят все это узнать. Так, а пока... Так, шпаклевка у нас была тут. И, по-моему, на каких-то мелких деталях. Надо сейчас не будет немножко бороться. Так, один деталь. Чей туфля? Мой туфля. Второй деталь. Два унитаза. А, кстати, вот смотри, Сергеевич. Есть такие две детали интересные в наборе. Вот. Вот смотри, какая прелесть. Ну да, это сопла. Но это ты так думаешь, это не сопла. Это урны для окурков в 35-м масштабе. Я уже говорил об этом, так что если кому-то нужны для диорамы две урны в 35-м масштабе, вот он должен себе приобрести вот этот набор. Вот в нем есть две урны в 35-м масштабе. Так. Ну что ж. Продолжаем. Где тут мой супер разрекламированный шкурник? Так, наверное, будем использовать его. Пилку для ногтей с чудовищным наждаком. Так, скрайбер мы сразу спрячем и закроем. А также советский надфилек узенький. Очень он нам помогает. Видите, какой узкий. Обычный надфиль советский, который все знают. И рядом с ним вот такой малыш бархатный. Римл пишет, было бы интересно, Денис Гришанов, таких людей всегда интересно послушать. Ну и я о том же, Сергей Юрьевич, тут, как говорится, все свои. Кого зря мы тут не держим, сразу баним к чертовой матери. Нам здесь... У нас здесь коллективное мнение.
Шпаклевка отлично высохла за несколько дней, поэтому не грех ее обработать, срезать с этой урны скальпелем. Ну, опять же, меньше пыли. Отлично обрабатывается, не крошится. Тamiyaco, конечно, молодцы в этом плане. Шпаклевки наносил в прошлый раз с огромным запасом, вот, чтобы не пришлось еще подкидывать после того, как она усядет. Площадь уже небольшая, поэтому все это снимать недолго. Уже выберем какой-нибудь девайс посерьезнее. И какой торец. Сейчас даже все будет видно. Поднесем линейку. Ну да, вот толщина торца у нас в самой толстой части больше миллиметра. Ну, тонкой, вот сами видите, что-то около миллиметра. Вот так и надо. Жесть. Геометрия на высоте. Я не ругаю, я констатирую. Всегда неудобно вот такие детали обрабатывать, которые из двух половин собраны, с продольным соединением. Вот из-за того, что какие-то содержатся ребрышки, перепады высот. Наверное, самый яркий пример такого безобразия — это ствол на танке. Вот, особенно когда он там весь в дульных тормозах, всевозможных кожухах. Это вот я с Калицей тут боролся. Но опять же, он, Сергей Юрьевич, не даст соврать. Полностью круглую деталь из двух половин воспроизвести невозможно из-за особенностей литья. Так, еще у нас один звоночек. Мы его пропустим. Так, что там пишут нам? Угу. Все в порядке. Так, ребят, уже, наверное, 2 часа болтаю. Наверное, притомил вас. Бросать никак нельзя. Надо доделать. Потом к этим соплям не возвращаться, честно говоря, уже пора и честь знать.
Ножнички. Мои крошечные пальцы уже мешают, то мы используем помощника вот такого. Хотя бы немножко визуально закруглю урну и хватит. Не сомневаюсь, что еще при покраске все эти незначительные перепады уйдут, что узел там будет тонироваться в несколько слоев. Я там посмотрел на фотографии прототипа, характерные побежалости температурные на соплах. Кстати, довольно сильно отличаются сопла, ну, что очевидно, шаттла, который только собрался на орбиту, и сопла уже возвратившегося шаттла. Так, одна сторона неплохо. Так, есть вот такие небольшие рытвинки. Может, поклевать их я не собираюсь. Снимем несколько микрон вокруг. Так, вот тут у нас яма. Все же яма, да. Просмотрела я, видимо, в прошлый раз. Надо больше поклевать. Но форма совсем не округлая. Наверное, еще и придется эту округлость придать. На самом краю. Потом скруглить границы за подлицом. Ну а внутреннюю сторону мы уже подрежем под нолик по факту. Вот у нас
округлеет сопла. Округляется. Довольно тяжеловато сориентироваться. Даже, наверное, сейчас попробую точной шарошкой собирать от внутреннего диаметра. Так мне будет полегче сориентироваться. О, отлично. Тот самый диаметр. Не думал, что такие огромные шарошки когда-нибудь пригодятся, но как раз тот самый случай. Усилия стараюсь прилагать к самой толстой части. Становится более-менее ровным, более-менее тонким. Но тут тоже без шпаклевки не обойтись. Rimmel точно не российская фирма, а я использую наши примечания. Остальное доработать напильником. Уже звучала эта фраза. Это не первая модель иностранного производителя с громким именем, которая достойна такого примечания. Уже говорил об этом неоднократно, не лень повторить. Перед шаттлом у меня была модель от Airfix Saturn 5 в 144 масштабе. Я думал, что уже все, это не потолок, а дно. Нет, это не дно. Вот, пожалуйста, здесь как минимум не хуже в этом плане. Вот, в связи с этим сразу вспоминаю модели Frog, старый Frog, пресс-формам некоторым уже там по 70 лет, шутка ли, качество там не хуже. Есть у Frog интересные модельки, как раз вот опять же, спасибо большое Arc Models за то, что пресс-формы до сих пор живут. Я не сомневаюсь, что большинство даже каких-нибудь предприимчивых бизнесменов просто сдали бы их на металлолом и не забивали бы голову. А тут люди тратят время, деньги. Это кропотливый труд поддерживать такие уже старенькие пресс-формы с их особенностями в рабочем состоянии. Вот. Ну, а опять же, то, что их поддерживают в рабочем состоянии, тратятся на это, опять же, лишний раз говорит о том, что люди рублем за них голосуют. Очень много любителей Фрога. Среди моих знакомых есть вот, мастодонты, которые собирают чисто Фрог. Не знаю почему, не лезу так глубоко в душу. Боюсь там какие-нибудь скелеты найти. Вот. Но они делают Фрог и делают его так потрясающе, что опять же мне Сергей Юрьевич не даст соврать, Орешин встретил на просторах интернета одну модель. Так, это у нас Swordfish. Наверное, знаете, такой биплан, английский уничтожитель, убийца Бисмарка. Форма Фрог, 72 масштаб, модель, не буду говорить, кто исполнил.
даже специалист на первый взгляд предположил, что это 48-й масштаб Tamiya. Вот так сделана круто модель 72. Ну там, конечно, потрясающий запил. Причем никаких допов-то нет на такие модели. Их не выпускает никто. Вот, все с собственными ручками. Когда-нибудь покажу фото. Так, значит, что я хотел. Вспомнил. Вы меня сбили. Светлые мысли. А еще одной шарошки. Возьмем уже вот такую конусную. Немножко углубим и расширим. Где-то там вдали. Так, ну там, конечно, все тоже не так радужно. Вот, но все равно со стенок толщину надо будет равномерно подобрать, чтобы смотрелось это более-менее все удобоваримо. Большое количество пластика придется снять. Вот, но эффект, понятное дело, того стоит. Внутренняя поверхность выравнивается. Визуально убирается толщина. Маргарита Михайлова, я с улицы вернулась. Штраф тебе не выписали там? Вот точно как пить дать, ходила на улицу без разрешительного документа. А, хотя у тебя же есть значок из Куликового поля. Почетный посетитель музея Куликового поля. Ветеран Куликовской битвы, то бишь, таких не тормозят. Это чревато. Так, что бы мне вот тут еще бы так придумать. А я смотрю, что-то Питер у нас примолк. Оказывается, были на улице, госпожа Михайлова. С паспортом и значок. Так, уже лучше. Маргарит, заведи себе хомяка. Вот. Хомяк на шлейке, это, по-моему, это такой питерский бомонд. Так, дальше стенки драть не буду, еще потому что их ждет наждак. Сейчас подровняем торец, распушившийся. Ну, уже разница на лицо, это еще не финальная стадия. Вот, урна до и урна после. Вот в такой уже и окурок кинуть не лень. Но, тем не менее, еще тут есть чем позаниматься.
Богема выгуливает котиков. Ну вот, они с котиками, а ты с хомяком. Вот, и чтобы неповадно было котикам нападать на твоего хомяка, на всякий случай для острастки маузер в кобуре характерный, как у Чапаева на поясе. Представляешь, сколько будет злобы в глазах богемы. Такой бессильной злобы. Так, все. Круглее ее делать уже не хочу. Это уже будет слишком. Внутри остались риски. Наверное, на камере не будет видно. Шарошки. Вот убирать их не буду. Наверное, классно будут потом проливками имитироваться переходы побежалых цветов пережженного титана. Так, где мы тут равняли? Это тут. Маргарит, не нужны мусорки на диораму куда-нибудь? Смотри, какие классные. В 35-м масштабе. Неужели у меня фигурки нет ни одной под рукой? В общем, прям мусорка-мусорка в 35-м. Идеально. Так, где не крепится-то вообще? Вот тут. Боже, боже. Ну ничего так. Пойдет. Для сельской местности. Ну, пока не буду сильнее подрезать. Может быть, после грунтовочки еще немножко подрежу. Какая такое будет. Вот. Как тут разницу показать лучше? Ну, вот так разница очень хорошо видна. Что было и что стало. Так. Я сегодня молодец, я это смог. Проблема только в том, что это надо смочь еще один раз. Так, время у нас уже... время только 10. Это хорошо. Уличная ваза для цветов. Для виньетки. Да. Может быть, даже не уличная ваза, а ночная. Отправляй с органайзером.
Так. Пройдем суровым наждачком. Угу. Хватит. Теперь нежнее. Далеко отправлять-то? На деревню дедушка. Указывайте, пожалуйста, почтовый адрес подробный в личку. Вот, а также номер, пин-код карты визы Сбербанка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, а я-то думал, сегодня обойдется без пыли. Но тут-то было. Опять напылил, насорил. То ли еще будет. Так. С стримом у нас все в порядке. Угу. Так, а что же надо, как бы это мне реализовать? Допустим. О, почти придумал. Сейчас буду заниматься. Садизму, мазохизму. Так, установить сюда. Сейчас специально даже передвину камеру, чтобы потом было к вам видно, что я тут вытворяю. Да. Жалко, что тиски неповоротные. Так, может быть, через переходник. Вот точно. Болтается. Угу. Так. Так.
такое кошмарище мы придумали. В диске зажат хирургический зажим, который держит пинцет. Вот, и в пинцет уже зажали урну. Сейчас мы ее обработаем вот такой полоской на отличной бумаге по кругу. Она болтается. Вот так держится. Работает. Развернем. Отлично. И как раз вот с этим местом на первой урне довольно долго проковырялся. Лень на выдумке хитра. Теперь у нас тут все уже ровненько. Песочки убираем. Так, уважаемые зрители, я очень дико извиняюсь. Отойду на пару минут. Вынужденный перекур.
Так, я пришел. Тебе надо попробовать приспособление, называется третья рука, вроде так. Там два зажима, сейчас покажу. Рука у нас есть, как у порядочных моделистов. Кстати, давненько не пользовался его услугами. Вот это чудо. Бам. Бам. Она вот у меня в таком виде. Сразу непосредственно зажим зажимается как можно ближе к основанию, чтобы не было дополнительного этого рычага. Сама длинная часть использовалась. Тоже сейчас, кстати, продемонстрирую. Очень интересная тема. Так. Просто тиски использовал из-за того, что идет давление на наждак. Она бы завалилась, эта штука. Она не прочно стоит. Так, если я ее только найду, это супер чудо свое. На скидку. Сейчас, одну секунду. Так, где же эта красота? Красота, красота. О, нашел. Супер. Смотри, Ромул, какая штука. Как тебе? Ну, тут в данном случае правый узел еще один держак лишний. То бишь все это закрепляется на основании, также на шарнир. И получается очень удобная линза. О, кстати, можно так макросъемку вести. Так, ну-ка, что бы нам замакрушить. Так, чуть поближе. Ну да, так можно будет даже что-то разглядеть. Интересно. GoPro-шке надо будет при случае установить линзу. Вот, купил сам лупу для чтения. Она была с пластмассовой ручкой. Ну и один из кронштейнов на цианакрил сюда хорошо сел. Вот, можно использовать в моделизме. Вот такой девайс. Но это было в самом начале. Потом появилась классная лампа с подсветкой, с огромной линзой, с, по-моему, 20-сантиметровой, если не ошибаюсь. Не, вру. По-моему, 18 сантиметров рабочая. Вот. И как они правильно называются, кстати? Очки со сменными линзами, с изменяемой кратностью. Вот, иногда выручают. Вот, есть третья рука, классная штука. Иногда очень помогает. Лежит у меня в моем что-то наборе. Когда-нибудь, кстати, свой ящик разгребу. Покажу, что там есть. Есть интересные вещи. Так. Что там у нас с чатом? Вроде бы пока молчит. Вот, погоди. Вот все появился, да. У меня есть линза, которая к столу прищепкой крепится, но места на столе нет, и она просто лежит.
Ждет, пока новый стол куплю. Такая линза тоже есть. Кто-то мне ее задарил. Она тоже и с подсветкой, и с прищепкой. Так, где там стрим? Вот он. Вот такое чудо с прищепкой. С интересной прищепкой. Так. Да, даже фонарь светит. То надо будет кому-нибудь когда-нибудь задарить вместе с урной бандеролью. Я повторюсь, лучше всего очки заходят, когда какая-то мелочь, какая-нибудь кабина или какие-нибудь мелкие торцы подпиливаешь, дорезаешь, иногда одеваю. Потому что при всем уважении, хотя вроде бы сейчас единички, вот, но обычного зрения уже не хватает. Кстати, очень хочется попробовать. Появилась такая мысль. Сейчас довольно популярная и не так дорого стоит, особенно если покупать на Али, эндоскопы, которые крепятся к разъему смартфона или какого-нибудь там, или персонального компьютера, или ноутбука посредством USB. И увеличенная картинка тебе уже транслируется на экран. Вот, по-моему, это очень классный выход, классное решение, когда зрение у тебя вроде бы не напрягается, но все то же самое ты видишь. В принципе, даже сейчас вот для интереса попробую, смотря на изображение, выходящее на стрим, без задержки обрабатывать урну. Ну да, это возможно. Надо, в общем, брать эндоскоп. Займусь этим, когда сейчас немножко схлынет пандемия. Опишу свои ощущения. Так, Римл. Есть линза. Все читал. Читал, говорил. Так, еще один кусок между доказом нужен. Это привыкать надо к такому. Ну да. Ну я, кстати, вот заметил даже, опять, зачем изобретать велосипед, как они правильно называются, в ортопедических отделениях, в стоматологических поликлиниках используют вот такие штуки. Сейчас я ее покажу под маленькую камеру, подветку. Вот на это чудо. Вот, с подсветочкой. Вот видите, оно бликует. Вот у них такие штуки стоят. Вот не дешевая хрень. Вот, по-моему, она где-то рублей в 6 обошлась. Уже года 3 назад. Нет, а использую. А, например, ювелиры, вот, зачастую я видел, используют как раз очки. Сейчас так и быть, очки покажу. Одну секунду. Так, я тут. Вот очки. Вот такого плана, такой конфигурации мне понравились. Сверху фонарь прицепил, потому что родной... Вот он, кстати, еще не отрезан. Вот родной не очень хорошо светит. Вот, а такой фонарь, как, опять же, с Али,
Вот, классно светит. 3 режима, ну, 2 как раз там нужны. И линзы вот такого плана. 4 линзы. Это у нас 1,2, 1,8, так, 2,5 и 3,5. Увеличение. Но я использую самую первую. 1,2. Вот, больше мне не надо. Вот такую вот фичу. Очень помогает. На защелку сюда становится. Вот такая вот прилада. Сейчас даже ее померяю. Вот таким образом. Иногда что-то выпиливаю. Вот. Но, кстати, специалисты говорят, что часто использовать все девайсы вредно для глаз. Поэтому, конечно, надо стараться или давать им отдых, или прибегать к помощи таких средств увеличительных пореже. Глаза рисовать на фигурках. Так. Не знаю, по поводу какого из сейчас продемонстрированных девайсов это комментарий. Вот, но если бы мне пришлось, наверное, рисовать глазки, я бы вот одевал вот такие очки. Хотя, если работаешь на столе, вот как бы у тебя руки-то зафиксированы, в принципе, в одном положении, ты там чем-то занимаешься. А вот линза белая, большая, с подсветкой, которую я показывал, тоже очень в тему. От нее, кстати, глаза меньше всего устают. Но у нее есть один небольшой минус. Зона, несмотря на то, что линза огромная, 18 сантиметров, зона рабочая, которая четко, так сказать, увеличивает объект, а она совсем небольшая, там буквально пятачок. Ну, с чем его сравнить? Наверное, с крышкой от кефира, сантиметров 5 в диаметре, вот так вот, так хорошо виден, а вокруг уже изображение плывет. Приходится с этим тоже свыкаться. Ортопедическую линзу. Нет, я бы посоветовал все-таки очки. Вот такие очки для ювелиров. Для тонких деталей нужен увеличитель. Говорю, вот осталось попробовать только эндоскоп. Например, на экран перед собой небольшой транслировать изображение. Не знаю, насколько это будет удобно. Вот, каким образом там, опять же, эндоскоп фиксировать. Потому что его в любом случае надо будет фиксировать над рабочей зоной. Вот, иначе, если он как-то будет сбоку подведен или дрожать, вот, но дрожать это сразу трэш. Вот, а если сбоку, то, например, тот же самый или руки, или пальцы, или инструмент будут закрывать изображение. Это все будет немного раздражать. Надо попробовать. Вот, как бы, повторю, эндоскоп я давненько хотел попробовать. Что это за зверь? Так, стоп. Сначала придаем овал. Делаем из него что-то похожее на круг. Вот у Burana Arc Models эти детали отлиты целиком. Там изначально геометрия почти абсолютная. Подрезал торец и вуаля. А тут ты из двух половин, не пойми какого качества, ну вот бегаешь тут с бубном и с напильниками. Что-то в тиски зажимаешь какой-то.
Я такой хренью даже никогда не занимался. Но это, наверное, еще семечки, особенно после того, что вы видели вчера у Андрея Гусаченко. Как он делал это колесо заднее на Блерио 5-миллиметровое. Получается, колесо со спицами, уже вместе спицованное, по диаметру было чуть меньше этой урны. Ну, примерно, наверное, вот такое оно было по диаметру. А он умудрился заспицевать и... Ну, монстр. Монстр. Так. Круглого нет. Снаружи. Вроде бы более-менее. Сейчас посмотрим. Вот за открытым окном у меня раздается музыка. Видимо, все-таки молодежь не вытерпела. Конечно, весна. Физиология, гормоны. Угу. Не стала я их сразу после склейки и шпаклевки обрабатывать внутреннюю сторону в торце. Вот, ну, как бы время терпело. Можно сделать все быстрее, когда надо срочно заклеить все на цианакрил, им же зашпаклевать. Вот, и обрабатывать уже прямо сразу. Поверхность полируется, грунтуется, красится, что угодно. Применительно и к смоле, и к пластиковым сборным моделям. Материал очень интересный. Вот единственное, очень, как и все смола, очень ядовитый, канцерогенный. Поэтому желательно обрабатывать под водой или с какими-нибудь средствами защиты. Кстати, по средствам защиты тоже надо будет поговорить. Я тут для интереса выбрал себе тот, который хотел, тот, который подошел. Даже специально померил. Убедил консультантов, что иначе никак я не расстанусь с 5 рублями. Вот, взял я себе респиратор хороший, 3М. Вот, и сразу же после того, как я его взял, ну, хотелось оригинал получить. Вот, сразу же захотелось этот оригинал сравнить с китайской переливкой, так сказать. Заказал то же самое на Алиэкспресс за, по-моему, в районе 2 рублей он стоил. Ну, то бишь, в 2 с небольшим раза дешевле, чем оригинал здесь по месту. Вот. Ну, еще в недешевом магазине брал, возможно, где-то можно найти подешевле. Оригинальный респиратор такой 3М. Ну, суть не в этом. Начал сравнивать. Да, видны небольшие, причем отличия, подделки, так сказать, от оригинала, но в целом функционал и качество материалов примерно одно и то же. Вот. Для себя пришел к выводу, что проще всего заказать на Алиэкспресс подделку, а фильтры уже покупать, ну, даже прямо вот изначально или после там, непродолжительного использования поддельных фильтров, поменять их на оригинальные. Вот это, наверное, будет самый идеальный вариант, потому что, повторюсь, по функционалу, по качеству они слабо отличаются. Да, видны отличия, там немножко
резинка покороче, еле-еле хватает на мою башку, ну и так далее. Вот. А так все, клапана, все работает, все отлично. Места посадки, ну все точь-в-точь такое же. Фильтры от оригинала подходят на подделку, вот, поэтому как раз можно сэкономить. Так, что там со звуком у нас? Все нормально. Так, уже время уже позднее. Так, ну, подобрал толщину. И на этой уровне тоже. Еще немного по кромке. Так. Теперь более-менее похоже. Внутри там непонятные штифты. Залью их накрылом. Ничего не буду ковырять. Но чуть позже потом еще и наверное, немножко сглажу бутилоцетатом. Так, вот тут у нас все просто. Звук норм, спасибо. В прошлый раз накидал довольно толстый валик на место, где, так сказать, обозначено сопла маневровых двигателей. Сейчас все это зачищается, потом по новой прорежу сопла. Что-нибудь там тоже с ним придумал. Ну, кстати, вот остались небольшие раковины. Не все я зашпаклевал. Ай-яй-яй. Ну, ладно, что ж, как оно и предполагалось. Шпаклевать еще будем. Так. Ну, кстати, так и быть, настроение хорошее. Сейчас вот на этих детальках покажу свою чудо-бормашинку. Вот звук буду отключать, потому что она жужжит. Вот, но девайс классный, сейчас покажу. Одну секунду.
Смотрите, ребят, какая прелесть. Уже давно хотел к случаю это достать. Ну, сейчас вот набрался смелости для самых стойких. Так, это одна из машинок. Так, вот он этот самодельный набор. За основу взята зубная щетка с Алиэкспресс. Цена вопроса где-то порядка 100 с небольшим рублей. Две сменные головки у нее. Изначально она предусмотрена под установку 3 батареек мизинчиковых 3А. Вот, в данном случае выдрал оттуда контакты, впаял туда мамку. Обычный стандартный штекер. В любом электротехническом магазине можно и мамку, и папку найти. Вот тут особо долго не разбирался тоже. Он припаял, отрезал родной штекер. Он там что-то с ним случилось. Напаял, залил цианакрилом. В общем, включается в торец. Дальше самое интересное — это та самая щетка. Сразу сниму. Шлифующий элемент. Щетина залита цианакрилом. Вокруг щетина сделал такой цилиндрический, из скотча цилиндрическую, так сказать, форму, опалубку. И прямо туда заливал цианакрил, сдабривал содой, сразу активировал, потому что в глубине в массиве он сох был очень долго. Вот, таким образом все это облепилось. Оторвал опалубку, были раковинки небольшие, все это цианакрилом тоже промазал, вот, все вроде довольно более-менее гладко, ровно. Ну и потом поверхность уже сначала черновой обработал грубым наждаком, пилкой той самой для ногтей, и потом уже непосредственно включив саму машинку, обработал боковые части этой щетинки и саму рабочую поверхность. Сам по себе девайс такой не очень, так скажем, изначально был жесткий, прочный. Вот видите, тут немножко все соединения гуляют. Вот сама эта муфта тоже немного вибрирует. Но это совершенно не влияет на качество обработки. Вот, потом дальше. Смотрим дальше. Надо будет показать крышку моего ящика. Нет, сначала, наверное, расскажу про сами шлифующие элементы. Это кружочки с двусторонним скотчем, вспененным. Вот, тонкий специально не брал, вспененный скотч толщиной примерно миллиметр. Вот, с одной стороны к нему приклеен кружочек из наждака. Тот же самый наждак, который использую повсеместно руками. Специально делал пробойник, токарю заказывал, чтобы они были одинаковы по диаметру с посадочным местом шлифовалки. Несколько кружочков, там буквально штучек 6 хватает нарубить. То бишь, как все это происходит. Наждак клеится скотч самоклеившийся, сейчас вот покажу даже. Вот такой скотч. Вот он, крафт. Какой-то дешевый, обычный двусторонний скотч. Вот он. Вот, толщиной примерно миллиметр с небольшим. Вот, с одной стороны к нему клеится наждак, вот, потом, не снимая второй слой защитный, пробойником нарубаются вот эти кружочки. Вот, и кружочки для удобства, чтобы лишнюю какую-то емкость не занимать, вот, они у меня хранятся прямо на крышке в моем ящике. Сейчас покажу, вот они. Вот, это наждак для сухой работы, без воды. Вот, коричневый наждак — это водянка, желтый тоже сухой. Это кожа, если надо что-то отполировать. Вот, но это тоже были там ряд экспериментов. Наждак, мелкий наждак для работы с водой. Вот так они хранятся сюда приклеены. Уже не знаю, насколько надолго их хватает. Вот, адгезия у них хорошая. После того, когда надо, например, заменить наждак на более крупный, или там шлифовать, оторвал, приклеил, поставил на место. Так, сейчас будем слушать, как оно тарахтит.
Когда вручную обрабатываешь какую-то поверхность, особенно небольшую, но ровную, вот как в данном случае, вот достаточно много граней, сами они по себе ровные, но очень маленькие. Вот, когда обрабатываешь рукой, в любом случае, даже как бы если ты профессионал, ну, если ты не какой-то там крутяцкий ювелир, а рука будет немного гулять, как смычок. Из-за этого будет происходить скашивание, так сказать, углов. Будет такой небольшой эллипс. А здесь у нас шлифовочная поверхность всегда ориентирована в одном и том же положении. Вот, несмотря на то, что она чуточку гуляет, как я говорил, она всегда прижата, ну, при работе. И все получается очень хорошо. Сейчас сразу наждак берем немножко от меня. Это у нас будет вот это чудо. Совсем крупно ставить не буду. Вот. Чпоньк. Готово. Придавливаю ее. Ну вот в этом пятачке у нас уже как бы ровная шлифующая поверхность. В качестве блока питания использовал такой с возможностью смены вольтажа. То есть, чем больше вольтаж, ну, на 12 вольтах она вообще тут вылетит, у меня, наверное, движок сгорит. Вот я обычно 1,5-3 вольта включаю, даже 1,5 включает, хватает. Это таким образом регулируется частота, с которой осуществляется поступательное движение этой головки. Ну, как работает зубная щетка электрическая, наверное, все знают прекрасно. Наверное, у многих она и есть. Вот, за себя скажу, я ни в коем случае не купил бы себе зубную щетку. Предпочитаю свои бивни очищать вручную. Так, сейчас я ее попробую включу. Вот такой звук от нее. Вот, ну, наверное, мучить я вас не буду этими звуками. Звук отключу, на видео обработаю детальку, будет все видно, а потом опять включу. Ну, вот так сами могли видеть на обработку одной грани, вот этой, вот видите, все ровненько. Вот ушло времени даже, наверное, чуть меньше, чем когда я вот эту грань обрабатывал вручную. Вот поэтому, ребят, девайс классный, вот, работает отлично. Уже, наверное, года 3 он мне экономит время, нервы и прочее. Самое, ну, что-то шутка ли, кто знает, тот поймет. Я этой штукой полностью шлифовал всю шпаклевку, выступающую на модели Shackleton от Arc Models. Там огромнейший сарай, который весь в этих бородавках. Вот именно вот этой штукой я ощущал. Потому что руками это, наверное, было просто смертельно заниматься этим. Так, еще парочку тут границ снесу. Сейчас сначала уберем самый толстый вступающий слой черновую и потом загладим моей чудо-полировалкой. Классная тема. Видел аналоги, ну как не аналоги, похожие решения
у одного единственного производителя, это Proxxon, выпускает бор-машинки, шлифмашинки и прочий обрабатывающий инструмент для как раз ювелирки. Вот они очень дорогие, и принцип работы там совершенно другой. Там язычок не круговые движения осуществляет, а поступательные вправо-влево. Может быть, это и хорошо в каких-то местах, но применительно к моделям, к нашим масштабам, вот эта штука лучше. Вот единственный минус, она не может подойти близко к, ну, скажем, в угол она не может близко зайти. Вот видите, остается где-то пару миллиметров. Вот. Можно нарастить щетину, вот тоже об этом думал, но пока вот так, пока работает, не хочу ее улучшать и так далее. Лучший враг хорошего. То есть уже 3 года она со мной. Вот. Кстати, есть на нее еще одна насадка с щеткой. Вот как раз на ней можно будет попробовать реализовать эту идею, сделать труднодоступные места, вот эти угловые, доступным для нее. Я просто почему сразу так не сделал, опасался, что пятно контакта будет настолько большое, что тупо моторчика его мощности не хватит для того, чтобы проворачивать этот пятак с наждаком. Вот. Ну, тарахтит очень сильно, ну, в хорошем смысле, в плане мощности двигателя. Даже заметил, когда достаточно сильно прижимаешь, что уже неуместно там, от этого качества, скорость шлифовки она не увеличивается. Все равно мотор себя нормально чувствует. Так, ребят, еще немножко шлифану, звук отключу. Ну вот как-то так, грани четкие, ровные, выраженные, вот, никакие углы не завалены, вот, очень интересно, рекомендую. Так. Потому что сидел бы с надфилем, все это шпаклевывал. Вот к случаю она и пришлась. Хотел ее как-то уже показать, уже сколько раз про нее упоминал. Вот, но сегодня наконец добрался. У Proxxon это полировалка, про которую я говорил, не знаю, сейчас неохота искать картинку. Вот, она стоит, во-первых, по-моему, рублей как бы не 8. Вот, определенной конфигурации сменные полировочные элементы мне нужны, не говоря уже о том, что они здоровые. Они там
такой треугольной формы, как бы, и размером примерно, не знаю, наверное, вот с этот пятак. Вот. Так, Римл, спасибо большое, что зашел сегодня к нам в гости. Очень был рад. Классный собеседник. Буду рад, если еще придешь. Приходи сам, приводи друзей. Доброй ночи. И хорошо тебе обезжирить фигурку. Я надеюсь, ты будешь свою фигурку обезжиривать изнутри каким-нибудь интересным составом, спиртосодержащим. Или я не прав? Кстати, по поводу бормашинок, Марго, была возможность, есть возможность взять Proxen, но, ну, честное слово, ни к чему. Вот она, красавица на Skill. Вот, цена вопроса, да, наверное, сейчас рубля 2 максимум. Да, она чуть больше, да, она чуть тяжелее, но, тем не менее, есть гибкий шнур, на конце которого ручка, которую также можно все зажимать. Те же самые 30 тысяч оборотов при желании. Вот, но на 30-ку я очень редко ее выкручиваю, не знаю, что надо делать. Все, она решает все мои вопросы. Кстати, это вторая. Вот первую я загубил, сжег коллектор, когда пилил шкаф 18-миллиметровый ДСП. А в большинстве случаев использую вот это. Тоже почти во всех электротехнических магазинах. Вот простая самоделка, я не знаю, кустарная, кто их вообще делает. Движок, маленький, кнопка, на один из валов одет цанговый патрон. Агрегатируется с тем же блоком питания, которым пользуется шлифовалка. Вот специально сделал такую же мамку соединительную. И за счет изменения вольтажа меняются обороты. От минимальных до достаточно таких ощутимых уже, когда можно не что-то полировать, а пользоваться борами, там, работать с, так сказать, предметом. Смотри, какой он маленький. Вот, и уже им как ручкой сидишь и что-то гравируешь. Вот идеальный вариант. Вот, а Proxen это слишком дорого. Ни к чему, ни к чему. Неоправданно дорого, скажем так. Если бы это было настолько круто, насколько это дорого, у меня был Proxen, я обещаю. У них очень классные всякие там микростаночки. Всякие там токарные у них микростаночек. Еще там, ну, там много делов. Ну, это для каких-нибудь, наверное, бургеров, сорок, которым надо такое заиметь себе в гараж. Они там бисмарков собирают в 72-м масштабе. Вот. Надо же как-то кого-то удивить, наверное. Вот я точно не удивляюсь. У нас Proxen на производстве, на Art Models им пользуется один из конструкторов. Он как раз и занимается обслуживанием пресс-форм. Вот я не очень разделяю его мнение. Ну, любит он Proxen, привык к нему. Вот. Пользуется им. Так, одна у нас уже почти есть. Ну, как же тут все было коряво, судя по количеству оставшейся шпаклевки. Ну, кстати, даже несмотря на то, что накидывал побольше, чем обычно, все равно в некоторых местах вижу, что надо будет еще немножко. Потрясающая модель. Не прекращаю, восхищаюсь качеством. Но Proxen, она не самая маленькая. Но опять же, если брать, есть небольшие модели,
Вот, но, честно говоря, по-моему, небольших моделей Proxima, по-моему, нет возможности использования вот этого гибкого шнура, передающего, на конце которого вот эта быстро зажимная ручка. Вот все, моторчик. Он говорит, можно выбрать под свою ручку. Они есть поменьше, побольше. Что угодно, дешево и сердито. Так, это у нас есть. Угу. Да, как ручка штуковина. То есть такая, но все равно, понимаешь, это неудобно. За тобой тянется эта хреновня. Единственный выход, если саму машинку повесить вверху, прямо над столом, чтобы ручка, ну так сказать, свисала. Тебе не приходилось откуда тянуть, вот, а она висела на какой-нибудь приладе, типа штатива. Кстати, вот с этим скиллом был такой штатив уже в комплекте, крепится на стол, выдвижной телескопический столбик и на конце крючок, куда вешается сама бормашина. Вот за это крепление вот его. Вот, и получается уже этот привод, тросик спидометра, как я его называю, вот он очень легкий. Не, надо тебе просто попробовать. Говорю, вот отличные обороты можно отрегулировать, и она вот очень удобно в руке лежит, как ручка, колобашка. Вот. Идеально. Вот, цена там, я уже не помню, рублей 500 что ли, а не 8000. Вот, цанговый зажим. Вот, можно, опять же, поставить не цанговый, а обычный патрон, вот, чтобы все это быстро менять. Цанговый он просто лучше, он точнее зажимает. Ну, как правило, ну, в общем, да, лучше цанговый. Вот такой штуки. Потом еще есть один производитель, как же они называются, ДДДД, что-то на Д. Дремель, вспомнил. Вот, это тоже какая-то китайская хрень, конечно, да, там не годится она в подметке Proxima, вот, но тем не менее, по сравнению вот с этим моим скиллом, это она скилл называется, по сравнению со скиллом она, конечно, чуть раскрученнее, что ли. Вот. Они там тоже пошли по пути Proxima, но это же Китай. Подсмотрели там кучу всяких насадок, бормашинку можно использовать даже в качестве фрезы и прочее. Огромное количество там всяких кругов для обработки, причем есть совершенно непонятного огромного диаметра пилы. Вот не знаю, что они собрались им пилить. Вот у меня есть как раз такой набор. Вот раз, два, три, четыре, 5 пил там, причем одна вообще здоровая. Ну, как сами можете видеть, вот уже немного покрыта ржавчиной. Крайне редко я пользуюсь такими чудесами. Не знаю, что они можно пилить в моделизме. То есть только кому-нибудь руку отпилить, какому-нибудь моделисту. Дремель нахваливает. Дремель, повторюсь, нахваливает тот, кто не знает, что есть еще что-то, или не просто не может в этом разобраться. Я к вопросу подошел очень плотно
И еще, кстати, после того, как я плотно познакомился с Дремелем, вернее не с Дремелем, а с Проксимом, так сказать, с топчиком этого направления. Говорю, это второй скилл, это тоже, это не просто так. Первый я запалил, обрабатывая мебель. Вот, и не стало у нас что-то менять. Лишний раз уже сколько, он уже тоже лет 5 валяется. Если что-то надо чикнуть быстро, пожалуйста. Но это прям вообще взрывные работы. Это какая-то жесть. Какой-нибудь там корпус в танке распилить вдоль. Или даже не знаю, что-то там страшенное выбрать. Причем вот такими здоровыми шарошками. Вот, если применительно к миниатюре, это должно быть что-то огромное. А так нет, вот всегда на моделях только вот этот моторчик. Потому что там в любом случае она мощная настолько, что чуть ее передержал. Все, это или пластик потянет, начнет плавиться за собой. Или так, я немножко пошумлю. Скорее не разбираются. Маргарит, ну я вот на собственном опыте расскажу. Есть у меня такие знакомые миниатюристы и художники, причем великие, которые пользуются кистями Рублев только из-за того, что они так называются. Рублев. И это написано так красиво. Ну вот магическая сила бренда. Именно таких людей я называю сороки. Вот, они, может быть, где-то услышали, или даже ничего и не слушали, пришли в магазин, увидели кисти. Вот простая кисть, вот, может быть, она и лучше. Я не очень сильно разбираюсь в кистях. А тут Рублев, это что? Это Пикассо. Надо брать. Вот, у меня есть несколько кистей Тamiya. Вот, не знаю, кого они перепаковывают. Сами, вряд ли они сами делают кисти. Пыль попала в глотку. О. Вот, но кисти, правда, классные. Для моделизма. Не знаю, может быть, для миниатюры художников они вообще не подойдут. Вот, а мне очень классно понравились. И довольно... Сколько уже давно эта кисть у меня, там парочка. Вот, и с ворсом все хорошо. Это синтетика, ну, у нас тут колонок не нужен. Растворитель его макать. Скорее не разбираются. Простите. Что значит простите? Что-то я уже... Ты про Рублев, что ли? У меня тоже есть Рублев. Я тебе, если речь об этом, расскажу. Но я думаю, что если ты увидишь мой Рублев, ты, наверное, будешь кричать матом, креститься и сказать уйти отсюда. У меня критерии к выбору кистей очень сильно отличаются. Что в этом я не очень сильно разбираюсь. Можно даже сказать, совсем не разбираюсь. Поэтому дискутирую так в режиме шуточном. И когда иду кисти выбирать, это обычно Рублев раскрученный бренд, не более. Ну вот, как раз. Вот это тебе яркий пример. Просто я пытался его найти.
как Proxon, Dremel и так далее. Кто-нибудь слышал про скилл? Какую-нибудь рекламу? Нет. Я еще расскажу про свой компрессор. Тоже уже всем пытался его и показывать, и рассказывать. Вот. И пока все языком цыкают, как в том самом анекдоте про японскую пилу, и говорят, что да, это неплохо. Стоит там моя красота. Так, я синтетикой практически не пользуюсь, Колонок только. Ну, понятное дело, говорю, у тебя искусство, а у нас тут, извини меня, ну, при всем уважении, я не утрирую, по сравнению с тем, что делаешь ты, кистью в моделизме, это забор строения. Здесь аэрограф, да, много значит. Вот, а кисти, как правило, только используются для того, чтобы уже потом, занимаясь везерингом, там какой-нибудь маслице туда-сюда раскидать какой-нибудь плоской кистью. О, это ж не искусство. Это так. Так, прошу прощения, мне там звонят в дверь. Минут через 5 подойду.
Опля, я тут. Так, еще немного, еще чуть-чуть. Тоже что-то проголодался. Сейчас пойду штурмовать холодильник. Так. Оп. Поехали. Так. Что мы видим? А что нам надо? Да просто светло курсы. Кстати, надо будет мне разобраться. Это еще сильнее, конечно, отвлекает. Будет отвлекать. Надо будет ставить музычку на заказ. Самые постоянные, самые преданные, самые активные зрители должны заказывать музыку. Ну, тут проблема в чем? Тут недавно 5-й стрим мой вообще забанили даже к просмотру. Вот, все остальные идут с пометкой «Запрещена монетизация из-за нарушения авторских прав». Вот, но я как бы этим не парюсь. Вот, не монету загребаю. Вот, а 5-й стрим полностью забанили, пошел разбираться. Оказывается, в эфире прозвучала радиостанция, которую я включал, 161 FM. Прозвучала какая-то композиция, которую ну прям вообще нельзя слушать нигде. Вернее, может быть, слушать-то можно, но только за деньги. Скоты. Вот, и практически сутки видео обрабатывалось. Есть там такая функция, хоть она и в бета-режиме на ютубе появилась. Вот, но тем не менее на сервере обрабатывается видео с той целью, чтобы этот кусок, аудиодорожку эту изъять из видео. Только тогда, ну короче, это бред. Музычку менять. Вот, поэтому я даже сегодня специально вот эту композицию, там длинный нон-стоп в аудиоредакторе всячески коверкал, изменял там тональность и прочее, чтобы, может быть, ее опять не забанили на ютубе. Поэтому классно, да, слушать, например, то, что хочешь, вот, но за это стопудово YouTube будет банить. Как с этим бороться онлайн, так сказать, оперативно, я еще пока не понял. Вот, но я над этим работаю. Даже какая-нибудь, я не знаю, песня «Незнайки» из мультфильма из одноименного, права на нее куплены, причем какой-то компанией непонятной из Америки. Ой, скоты. Так, немножко пошумлю.
Так, сегодня на трескотней все. Так, что у нас там со стримом-то? Все нормально? Звук. Да, все нормально. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое, что сегодня снова меня поддерживали. Спасибо, Питер. Ваша помощь, ваша поддержка, она неоценима. Не кривя душой это говорю, именно для вас, для тех пока немногих, кто смотрит, кто общается, кто задает вопросы, все это и делается. С уважением, как всегда, ваш Михаил Малкин. Еще не раз встретимся, еще будет много новых знакомых. На выходных у нас Маргарита Михайлова, наш топчик, миниатюрист из Питера. Ждем, будем готовиться, будем готовить что-то интересное. Ну а пока, наверное, на сегодня все. Еще раз спасибо, друзья, всех люблю, целую, до новых встреч.